Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Чего же ждать в эти 10 дней? Давайте мы с вами через подсказки карт узнаем. Постепенно завершается ретроградность, и в эти 10 дней, как и Меркурия, ретроградность завершается 7 апреля, но несколько еще Венера у нас в ретро-движении продолжается до 13 апреля, но уже к окончанию этой декады для нас могут проясняться некоторые вопросы или, к примеру, то, что стояло на паузе или было как в задержках, тоже постепенно начинает набирать темп. К окончанию первой декады мы можем где-то рассчитывать на более ясную информацию, или то, что проясняется, может быть, очень медленно, постепенно где-то проясняется та или иная картина, когда картина событий может быть, или какая-то для нас информация. Постепенно все встает на свои места, или нам будет более очевидно, или очевидны многие детали, или какой нам нужно делать выбор. И у нас сегодня две колоды, и первая по традиции у нас Ленорман, но это оракул, цыганский оракул Ленорман. Давайте попробуем. Достанем 6 карт, и он несколько специфичный, он не совсем такой, как все остальные карты, но тем не менее. Переложим на наши события, ведь жизнь не бывает полностью предсказуема. Ну и, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и подсказки какие-то все же вы получите. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Никаких вердиктов. Вердикты или решения каждый делает сам. И все же, каковы же эти события ближайших дней, как это видят карты? Чего же ждать для знака зодиака Овен? И я достану 6 карт, и мы их в самом начале выложим. С чем это будет связано в вашей жизни? Чего ждать с 1 по 10 апреля для представителей знака зодиака Овен? Дополним значение колоды Таро. Вот действительно какое-то ожидание или затянувшаяся какая-то история с документами. Может быть, это для кого-то со знаком плюс, когда вы планируете, ну, на новом поприще работу или какой-то свой проект. И не могли, возможно, приступить. Или буквально какие-то документы не были готовы, или не было что-то прояснено. Неожиданности. Первая карта. И чего ждать от этих неожиданностей? Что вас будет радовать? Какие-то приятные события? Или в чем ваши ресурсы в эти 10 дней? Опять же, чего мы ждем? Чего ждать вот от этого периода? И сфера ваших достижений. Сфера любви и работы. И достанем такую карту, как изменится ваша жизнь или как изменитесь, возможно, вы. Вот какие будут события в эти 10 дней, которые окажут на перемены в вашей жизни именно влияние. Что это может быть или сфера жизни? Что вас меняет, может быть? Или вы сами измените? И карта «Совет». Давайте приступим к тому, что будем открывать карты Ленорман. И так называется недруг в этой карте. Я в этой колоде не один недруг, да, или враг, или недруг, назовите как угодно. Это лицо, которое, ну, где-то противопоставляет нас себе. Мы никак не вписываемся либо в регламент этого человека, либо человек что-то задумал, либо мы ему не нравимся, но это не имеет значения. И вот эти карты, если еще выпадет, то просто вы увидите тогда, в чем разница. Есть буквально, когда человек, тем не менее, вот тоже имеет такую трактовку карта, но предполагается, что это какие-то конкретные действия человека. Именно в этой карте нам просто прорисована женщина и больше ничего. Поэтому это чьи-то мысли, это чья-то, может быть, и подготовка. Или, по крайней мере, карта вас хочет несколько предупредить, что есть то лицо, которое за вами наблюдает и с вами не согласно. Но, может быть, не согласна по кардинальным каким-то причинам,
а может быть, имеет свой какой-то план. Поэтому, мои дорогие овны, не воспринимаем слишком все буквально, но быть осторожным все-таки стоит. Не все так однозначно или не все так, как нам пытаются транслировать. Что же еще? Что? Чего ждать? А тем не менее у вас удача. Тут зависть, мои дорогие овны, может проиграться, потому что человек себя не объявляет никак, или он не транслирует то, что может думать на самом деле. И часто зависть, как Борис Пастернак сказал, родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Это правда, с зависти начинаются самые черные какие-то такие пожелания, и следом зависти начинается что-то нехорошее. И причем надо сказать, что тот, кто завидует, он сам себя тоже разрушает. Поэтому будьте все же внимательны. У вас удача на пороге, понимаете? У вас что-то очень знаковое может произойти в эти 10 дней. Или, может быть, это даже кто-то может вас так воспринимать, как удачливого человека. Или того человека, которому все нипочем. Вы люди сильные. И, и девочки даже, женщины. Вы, правда, очень сильный. И ведь никто ж не видит. Может, вы где-то и рыдаете в подушку, но внешне вы держите марку, держите осанку. Этого не узнает никто. Поэтому здесь можно позавидовать до чему угодно. Даже тому, что для вас где-то плохо или со знаком минус, но просто вы не теряете самообладание. Тем не менее, удачливый период. Удачливый для вас именно. Как бы удача практически пытается войти в вашу жизнь. Или какие-то добрые перемены сейчас действительно могут быть. И даже если что-то где-то с минусом идет, вы можете его обернуть себе в плюс. И действительно может создаться впечатление, что вам все нипочем. Но эту удачу еще и следует беречь, как и себя самих. Что же это еще? Называется в этой колоде врач. Хотя врач это может быть как какое-то лицо, советник или человек, который вам или о вас говорит какую-то информацию. Может быть, это касается документов. Я могу предположить, что кто-то банально из вас, может быть, отправится к врачу или не потому, что он болен, а потому что надо знать о себе что-то наверняка. Поэтому, если усталость, мои дорогие овны, мы ведь можем и так переложить эту карту, достигает эпогея, значит, самое время уделить собственной бодрости, здоровью или, может быть, просто банально отдохнуть. И если кого действительно есть для кого-то причины, когда вы себя чувствуете, ну, не очень хорошо или чувствуете недомогание, не нужно самому додумывать или ждать, что само пройдет. Самое время обратиться к врачу. Смотрим еще одну карту. Разговор. Причем приятный какой-то, душевный разговор. И вот у вас какие-то могут быть как и переговоры или контакты, по крайней мере. А вот смотрите, вверху у нас выпадает недруга карта, поэтому будьте внимательны, когда ведете какие-то беседы, не расскажите о себе больше, чем следует. У вас могут выпытывать, вы можете быть в центре внимания, скорее всего, где-то удача об этом нам тоже говорит. И поэтому где-то фильтруйте, как и людей, которые вас окружают. Включите свою интуицию на полную громкость, чтобы она вам давала правильные подсказки в отношении каждого человека. И, может быть, это сделать не так просто, но даже находясь в какой-то общности людей. Пытайтесь каждого, ну, знаете, как каким-то внутренним рентгеном вашим просветить и прочувствовать, что принес для вас человек. Потому что да, тут могут быть какие-то важные соглашения или действительно деловые переговоры, какие-то деловые контакты. Нам просто говорят разговор. Но есть как минимум одна персона, хотя эта карта более о каких-то продуктивных разговорах, переговорах. Но все же первую карту мы не можем исключить из внимания, поэтому настороже быть стоит. Давайте откроем еще одну карту, что для вас еще. Вот интересно, понятно, что не у всех, да, эта карта называется свадьба, но имеется в виду, что это какие-то церемонии, это, возможно, традиции. И будем говорить, свадьба– это что? Это союз, это первое. И второй момент– это то, что прописано на бумаге. Поэтому у кого-то не обязательно, что именно такое имеет значение эта карта. Они очень пунктуальны, эти карты, прямо вот до точки какие-то события нам детализируют, но эта колода была создана достаточно давно.
и она практически не менялась. Поэтому мы смотрим на это с более такой широкой позиции, поэтому как и союзы, значит, даже если есть какие-то люди, которые, ну, им не стоит доверять, то есть и те, как группа поддержки. Есть у вас и удача. И есть возможность что-то оформить официально или навести в своей жизни буквально порядок. Может быть, завершить те вопросы, которые к вам приходят из прошлого, или то, что вы уже ранее инициировали, и теперь это подвести буквально к тому, что вы подпишете какой-то договор, важный документ, или обратитесь в какие-то инстанции. Но все равно вот это значение свадьбы – это и есть какой-то союз. Причем тот союз, который надежный, который строится на искренности. Но не все искренне, помним об этом. И да, действительно, документы, договоры, какие-то соглашения, может быть, и само по себе, как письмо. Или пусть это будет не буквально письмо, опять же, это в наше время, это может быть СМС, это может быть телефонный звонок. Это, в принципе, какой-то может быть разговор или извещение, или новость. Ну, вот такая палитра событий, чего ждать, нам раскрывает цыганский оракул Ленорман. Давайте мы посмотрим, что дополнит Таро. И первая карта – неожиданность. Ну, вы подводите что-то к итогу. Десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. И это не совсем неожиданность. Но, может быть, вот по части некоторых людей вы окончательно будете принимать решение. Возможно, какая-то история связана с каким-то человеком, которую вы точно не захотите продолжать. Вы не захотите еще какой-то ненужный печальный опыт вроде как обновить. И, видимо, вот эта удача, она для вас во благо. Может быть, конечно, это и сопряжено с тем, что какая-то персона из вашей жизни уходит. Но я тогда могу предположить, что ну вот оно все к тому ушло. Здесь по десятке мечей это все равно какая-то ситуация предшествовала. Это не совсем неожиданность. Это скорее действительно либо выбор ваш или выбор другого человека. Но это подведение итогов, потому что после десятки мечей мы не только закрыли в прошлое дверь, но мы уже идем, словно как налегке. Нас уже из прошлого ничто не тянет назад. Прекрасная, кстати, карта. Хоть и по-разному ее трактуют, но я люблю десятку мечей, потому что, правда, вот эти мечи, их много. Или та обстановка, ситуация, которая нас когда-то больно ранила, нас теперь уже не ранит. Мы уже где-то получили заряд мудрости от пережитого, и теперь мы просто подводим итоги и идем вперед. Что вас будет радовать, мои дорогие овны? В чем вы ресурсны? Чего ждать от этих 10 дней? Удача у вас. Ну вот карты живут своей жизнью. По сути дела, это то зерно, которое мы садим в землю, чтобы в последующем получить денежное дерево, семерка пентаклей, что будет радовать. Время работает на вас. Поэтому куда-то ускоряться определенно не следует в эти 10 дней. Ну и, наверное, тут бесполезно, потому что даже если мы астрологические аспекты возьмем Меркурий, сколько ты не торопись, ты тут что-то не убыстришь. Это до 7 числа. Ну и мы с вами смотрим по 10 апреля, а еще и ретро-Венера. Поэтому тут действительно, как и вопросы ваших достижений, может быть, да, и это еще пока не триумф, это еще какой-то путь нам придется пройти. Может быть, и вопросы, которые касаются денег, любви или продолжения чего-то. Что-то вы будете продолжать, это точно, потому что есть смысл. Вот это дерево, оно должно вырасти большим, поэтому вы можете себя поблагодарить, что вы как-то правильно сориентировались в предыдущий период. Вы можете, кстати, себя поблагодарить, ну, возможно, какие-то вложения в ваше личное дело, творчество или ваш бизнес, или просто какие-то вы провели вовремя и правильные рокировки, или какую-то реструктуризацию, может быть, и своей жизни, может быть, и вашего личного дела. Кто-то это будет еще карта означать, начал, допустим, изучать что-то новое. Новое, то, что вам в последующем будет приносить доход. Но если мы даже рассматриваем эту карту, когда были какие-то задержки, пусть даже с бумагами, постепенно все встанет на свои места. Помните, тут немножко время действительно играет вам в плюс. Давайте посмотрим. Сфера ваших достижений, работы и денег.
Ну, где-то в туре десятки мечей, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан– это не про смерть, это перерождение, это карта трансформации. Но и здесь где-то ведь нам тоже говорили, итоги подводите, в прошлое мы сказали, дверь закрываете. Ну, наверное, то, что может быть продолжено. Или те люди, которые останутся вокруг вас. Может быть, и вы формируете, фильтруете где-то окружение свое. Оставляете только тех, кому вы доверяете. И вот эта свадьба, да, ну, иносказательно, подписание каких-то документов вы уже будете даже в эти 10 дней для себя видеть более четкие ориентиры, что вы хотите продолжать. Отступает какая-то путаница из вашей жизни, и это означает перерождение. И у кого-то новые возможности заработка, у кого-то это может проиграться как переезд, а для кого-то из вас та крупная сумма денег, которую вы заработали, но по каким-то причинам она застряла, задерживались деньги. Здесь как раз вы можете эту сумму получить. Но, повторюсь, это именно деньги заработанные. У меня 13-й старший аркан, я это знаю, и при моих раскладах. Если есть вот какой-то гонорар, который по непонятным причинам, может быть, не сработали системы взаиморасчетов, или были какие-то задержки с деньгами, да, ну вот бывает такое, но эти деньги принадлежат вам, то вы их, скорее всего, получите. И на ваши достижения все равно какая-то перезагрузка. И это старший аркан. Поэтому он нам о чем говорит? Меняется вокруг вас, как и система. Может быть, это то, чем вы занимаетесь, или то, что вы планируете осуществить. Вы узнаете новости, действительно. Много даже новостей вы можете узнать в этот период. И вы понимаете, что даже какой-то общий фон или миропорядок влияет на то, что вы хотите осуществить. Поэтому и вам приходится, ну, где-то меняться, корректировать свои, может быть, и планы. Но это для вас будет означать новые возможности. Вот та звезда, которая нам показана вдалеке, это то, что мы хотим осуществить. Это как наша цель, наша надежда, наша мечта. Но чтобы быть более ресурсным или чтобы это именно воплотить в жизнь, нам приходится менять себя тоже. Вот и для вас по сфере вашей работы достижений вам придется вносить коррективы. И у кого-то коррективы банальные. Поменялся руководитель на работе, а хочешь, не хочешь, а придется с ним как-то взаимодействовать, правда? И значит найти какие-то общие грани сотрудничества, взаимопонимания. Или меняется тоже какая-то концепция на работе или ваших личных каких-то, я имею в виду по личным достижениям, по личному бизнесу, планах. Вы видите, что есть какие-то те условности, которые приходят извне. И вам нужно адаптироваться, опять же, к тем условиям, которые есть. Давайте мы посмотрим, что же нам карты скажут на любовь и личную жизнь. Ну, вообще карта апатии, я бы сказала, четверка чаш, нам как будто подает рука вот эту чашу, наполненную какими-то сокровищами. И в этой колоде карт художник очень четко прорисовал, что нам мешает получить эту чашу или осуществить задуманное, что нам, по сути дела, ну, может препятствовать в личной жизни, кстати, в вопросах любви, или, может быть, договориться, помириться. А, Чашу подали нам с одной стороны, да, на карте, а девушка наша смотрит совершенно в другую сторону. И карта говорит однозначно, тебе нужно смотреть в другом направлении. Ну, в общем, наверное, это тоже символично, десятки мечей. И вот этой карте перерождения, трансформации, что мы вынуждены себя менять. Может быть, где-то и в личной жизни. Не имеется в виду, именно в истории любви вы будете себя менять, хотя я такое допускаю. Может быть, если были какие-то предпосылки и есть те отношения, когда надо подумать, а стоит ли это продолжать. Или, может быть, ваша какая-то позиция. Мои дорогие овны, вы какую-то тактику заняли, и она вам уже не приносит никакого ни счастья, ни радости, то тогда, может быть, и подумать, а стоит ли мне вот именно так себя позиционировать, а может быть, мне как-то по-другому, более счастливо построить свою личную жизнь. Особенно это будет касаться, кстати, карты для тех, кто один или одна. Мы ждем, что вот буквально как эта девушка с какой-то определенной стороны что-то появится или появится человек, коль уж мы смотрим на личную жизнь. А нам говорят, да нет, тут совсем возле тебя.
Тут уже практически есть какие-то возможности. Поэтому тут важно чего-то, как и не упустить на личную жизнь, так и научиться смотреть в другом направлении. Другое направление имеется в виду увидеть те возможности, которых мы почему-то можем не замечать. И это можно переложить как и на личную жизнь семейных людей или тех, кто в паре. Точно так же это, как я уже сказала, можно применить и для тех, кто один или одна. Какую-то вам нужно свою собственную, опять же, стратегию, тактику менять. Здесь действительно может что-то происходить такое в эти 10 дней. Ясности больше, но эта ясность, она не просто, знаете, как сама по себе, а вы сами по себе. Здесь нет. Здесь именно вам дается какая-то возможность, чтобы вы смогли изменить свое качество жизни, мои дорогие овны. Давайте мы вот тот вопрос, который называется «Как изменится ваша жизнь?» или, может быть, «Что изменит вас?» Вот конкретно с чем это может быть связано. И снова старший аркан сила. Я могу сказать, что все то, что я говорила, где-то олицетворение этого аркана. Да, есть наше несогласие. Вот девушка, которая в одном направлении смотрит, а чашу подают с другой стороны. И вот эта дева прекрасная, обратите внимание, половина лица, как львиная грива. И лев – это прообраз нашего эго, когда мы хотим поступить именно так, как мы хотим. И чтобы было так, как мы хотим, и никак не по-другому. А нам говорят, что да вот нет. Тут приходится уравновешивать эти эмоции. Может быть, буквально у нас обычно лев изображается, но в этой колоде художник сделал несколько иначе. Нам изобразил козленка невинного. То, что мы должны в себе сохранять. То, что, может быть, и транслировать, мои дорогие. От вас не должно быть никакой агрессии, даже если это агрессия где-то внутри вас, или несогласие, будем говорить, или сильные эмоции, или когда нам хочется все быстрее одним махом завершить, решить и расставить все точки над «и». Ну, наверное, время помогает, мы уже об этом с вами говорили, поэтому куда-то не торопитесь, будьте дипломатами. Дипломатия меняет вашу жизнь в лучшую сторону. Какая-то не спешка, а наоборот осознанность и внимание к деталям, внимание к людям. Вам ведь нужно еще и тут вот этого недруга как бы, ну, по крайней мере, просчитать или предполагать. Вы не можете на полном скаку в эти 10 дней пронестись, точнее, вы можете, но тогда есть риск, что вы чего-то не заметите. Тут и могут и люди где-то манипулировать, а тут вполне вероятно и вам придется. А для вас эти энергии могут оказаться несколько новыми. Поэтому вашу силу вам нужно сохранять. И не просто, вам это нужно приумножать. Мы ведь спросили, что меняет вас и меняет вашу жизнь. Чего ждать? И вам выпадает старший аркан сила. Мои дорогие девочки, женщины, вы будете очень притягательны для противоположного пола. Все-таки карта женской силы. Хотя лимниската и энергии всегда в этой карте, как у карты мага. Мои дорогие мужчины, если мы спросили, что меняет вас или вашу жизнь, какая-то женщина, как ключевая персона, любимая женщина. Но, может быть, и руководитель проекта. У кого что, я этого тоже не отрицаю. Но взаимодействие вот с какой-то женщиной здесь вас тоже может как менять внутренне, так и в пользу вас самих как-то менять и вашу жизнь тоже. По крайней мере, мы можем это переложить на карту одиночества, которая нам изображена на личную жизнь, или когда мы смотрим в другом направлении. И, скорее всего, здесь ведь может быть у кого-то буквально сожаление, тоска, потому что какая-то история ну, не получилось или не продолжается. Поэтому если у мужчины есть такое сожаление, не стоит ждать, что человек первый объявится. Объявитесь сами. По крайней мере, вы будете точно знать, готова ли вторая половина откликнуться на ваш призыв. Или у нее уже как-то изменилась ее жизнь, ее направление, может быть, в жизни или ее планы. Но тогда для вас все равно плюс. Не будет какого-то пустого ожидания, мои дорогие девочки. Тогда тоже нечего хандрить, потому что вы очень привлекательны, как я уже сказала. Но вот эта сила, это, знаете, как ваша самодостаточность, конечно, меняет вас самих. И нам выпадает аркан Король мечей. Это у нас карта совет.
Поступай по закону. И где-то очень часто, кстати, в колоде Таро король мечей мы трактуем как и юристы, и врачи, как адвокаты, люди тех специальностей, которые знают, как что-то сделать наверняка. Не приблизительно, а именно конкретно. И те, которые имеют рычаги влияния в своих руках. Могут быть и высокие чиновники, могут быть и представители власти, какие-то контакты у вас могут быть даже в эти 10 дней, мои дорогие. Поэтому и вам говорят, поступай по закону, поступай очень рационально, умей себя где-то защищать, но не напором, нет, а где-то гибкостью, мудростью, терпением, может быть, и умей обойти острые углы. По аркану сила никакой конфронтации. Мы говорили дипломатия. Это вам все помогает. Вы как будто свою базу или базис какой-то должны сейчас укрепить. И причем это должно согласовываться, кстати, как и с какими-то документами, так и с законом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.